Рыбки, ваш второй прогноз на август 2025 года. Давайте посмотрим, что интересного карты Таро вам приготовили, что они хотят рассказать, какие события в августе у вас произойдут. Мы сейчас узнаем, мы сейчас посмотрим. Итак, начинаем мы с колоды Таро 78 дверей. И будем посмотреть, что эта колода хочет рыбкам передать в августе, на август 2025 года. Смотрим. Первая карта. Рыбки. Императрица. Ой, с козырей зашли рыбки. Эта карта что означает? Карта силы, карта структуры, карта плодородия, карта, это может быть беременность какая-то, это может произойти что-то такое у вас, какое-то начало, вы можете что-то начать свой бизнес, элементарно, я не знаю, даже дома ремонт какой-то можете начать, можете, я не знаю, перестановку какую-то дома сделать, что-то можете купить, начать ездить, начать водить, то есть там, где нужен контроль, но это с подачи вас, с вашего начала. Ну, вы поняли меня, да? Что это и вы инициатором являетесь, вы создателем являетесь того, что вы начнете. Вот так вот, иными словами. Офигенная карта, карта власти, карта сила, карта контроля, карта, когда такая, знаете, как в турецких султанах вот это была Валиде, мать султана. Вот это вот императрица. Так, хорошо, дальше еще карта. Влюбленные. Ой, какая красота. Карта влюбленные, понятно, может говорить о том, что вы можете влюбиться. Тот, кто свободен, рыбки, есть большой шанс в августе кого-то встретить, с кем вы можете свою жизнь построить. То есть это не какая-то будет там просто интрижка, что-то такое серьезное, по-серьезки будет. Вот, дальше. Это может быть заключение какого-то контракта. Может, вы по императрице, при предыдущей карте, откройте себе какой-то бизнес, да, начнете что-то с кем-то в контакте, у вас будет какой-то надежный партнер, у вас будут какие-то, я не знаю, знакомства какое-то, или просто друг появится новый, какой-то человек, с которым вы тоже можете что-то начать, то есть тот, кому вы доверяете, это не просто, знаете, там прохожий случайный, это тот, с кем у вас будет хорошая коммуникация, это еще может быть какая-то коллаборация выгодная, и это еще может быть какая-то заключение контракта какого-то хорошего тоже. Еще карта, не еще, а следующая колода. Это дикие отражения. Сейчас, рыбки, посмотрим, что эта колода вам передаст. Но началом... Ой, выпала карта. Дурак выпал. Карта дурак, это тоже про начало, но еще эта карта говорит о том, что отдайся случаю, поверь в судьбу, дай ситуации произойти, чтобы она сама, да, случилась, то есть не бойтесь, это когда ты идешь вперед, не думая о том, что там будет впереди, то есть вот такое вот состояние, рыбки, не бойтесь отдаваться какому-то случаю, какой-то ситуации такой, что я вот иду, не нужно все контролировать, вот про это карта. Но она выпала сама, это она просто так предупреждает вас, да. Ой, а мы сейчас смотрим дальше, это дикие отражения колода, дикие отражения, смотрим. Так, король мечей, решительность, а тут же, нормально, да, а тут же выпадает следом карта, да, вытаскиваю, которая говорит наоборот, что нужно держать все под контролем. Ну, давайте тогда так, что карта дурак у нас будет не столько про контроль, сколько про то, что начать сначала. Не бойтесь обнуляться и начинать сначала. И тут же вот эта карта король мечей. Но это может быть, вы еще можете к кому-то обращаться, может, к какому-то юристу, адвокату, знаете, который будет вас вести документацию какую-то. Вот эта карта больше такая про холодные какие-то решения, знаете, когда рыбки не надо поддаваться своим эмоциям, вот про это больше карта говорит, конечно. Можно плыть по течению, как вот по предыдущей карте дурак, но тем не менее не отдаваться своим эмоциям, то есть не поддаваться, держать себя в руках, потому что рыбки часто такие, знаете, уходят куда-то там в свои мечты, вот
вот это вот все. И здесь карта говорит, король мечей, о том, что нужно держать под контролем, принимать трезвые взвешенные решения, нужно все с холодной головой относиться к ситуации. А вообще классная карта такая контроля, власти, силы. Еще, конечно, карту сейчас достанем рыбкам. Смотрим. Паж жезлов. Паж жезлов – это скорость, решения какие-то. Это когда будет что-то приниматься быстро вами, знаете, это когда идет прогресс, идет движение, все в ваших руках, вы в таком состоянии ресурсном, что-то планируете, что-то там строите себе с холодной головой, знаете, рыбки, как будто бы вы отреклись от многих людей. Вот вы ушли действительно от чувств, каких-то эмоций, и вы понимаете, что у вас есть какие-то цели, и вы хотите их добиваться. При этом вы по дураку, вы как-то вот отдаетесь все равно этому миру, вот идет у меня красной нитью вот это ощущение, что вы при том, что вы все контролируете, вы доверяете Вселенной. Вы понимаете, что все случится тогда, когда надо, нужные люди подтянутся тогда, когда надо, нужные ситуации, то есть интуиции как-то своей доверяете, но это не значит, что вы все бросили, и оно течет. Нет, у вас все под контролем. А еще вот этот король мечей, это могут быть какие-то оформления документов каких-то, ну что-то такого, знаете, плана. И паж это такое вот все равно чуть-чуть детское состояние, когда вы верите в то, что в свои силы, у вас какая-то своя надежда, свои планы, паж жезлов, да, свои планы какие-то, вы знаете, чего вы хотите, знаете, куда вы двигаетесь, вы все, вот у вас какое-то движение идет, вам это нравится, вы прям на ходу заряжаетесь от этого. Хорошо, хорошее начало, рыбки. Следующее Таро миллениалов. Смотрим, что эта колода сейчас нам расскажет интересного в августе для рыбок. Смотрим. Ух ты, шестерка денег, шестерка пентаклей. Это карта щедрости, карта, когда приходят денежки, карта, когда идет какой-то доход у вас, знаете, причем он так легко к вам, легко идут деньги. Эта карта может быть, когда вам кто-то, знаете, дарит подарки, и вы хотите, да что с моим, хотите быть тоже щедрыми, хотите дарить подарки. Это карта такого «ты мне, я тебе», знаете, вот это вот все. Когда вы получаете от Вселенной какой-то куш, какие-то денежки к вам идут, и вы хотите, легко пришли, легко ушли, знаете, вот так вот с легкостью расстаетесь и с легкостью получаете. Может быть, вот по карте нулевой, вот этой вот дурак, да, все-таки вы вот эту волну словили, рыбки, когда вы понимаете, что не надо вот сильно как бы париться, сильно все контролить. Нужно контролить то, что там, где действительно контроль нужен. А если какую-то часть своей жизни отпустить, просто верить, просто знать, что ну, мне повезет, мне это, оно и притягивается к вам. Вот это вот удача, понимаете, сама собой. Класс. Еще карта из этой колоды. Вообще, какие карты у вас? У меня аж мурашки по телу. Ой, так. Семерка кубков, а вот она и рыбка свое лицо проявила. Семерка кубков это у нас переживательность, такие, знаете, фантазии, это какие-то планы еще могут быть, это какой-то выбор может быть у вас, вы что-то выбираете, знаете, вы об этом переживаете, это чуть-чуть может даже какая-то бессонница быть, как перед поездкой куда-то там, вам в аэропорт в 5 утра надо прибыть, да, приехать, и вы переживаете, спать нормально не можете, вот такое. Может, вы какое-то решение принимаете, может, вы хотите что-то начать. Это такие в контексте рядом лежащих карт. Кажется мне, что вы, знаете, переживаете по поводу того, как будто бы что-то хотите начать или продолжить, или организовать. Вот что-то приятные какие-то у вас будут такие переживания, знаете, выбор, может, вам что-то выбрать нужно. Семерка кубков это у нас еще про выбор, там туда-сюда идти, может, у вас в контексте отношений будет как... Давайте еще карту, что мы думаем? Ой, императрица, ой, какая красота. Это касательно, скорее всего, будет выбор, переживания какие-то у вас, знаете, хлопоты приятные в контексте что-то начать вы хотите. Вы хотите что-то начать, вы понимаете, что вы словили свою волну, у вас такое вот идет какое-то доверие Вселенной, и вы хотите что-то начать, и по этому поводу можете чуть-чуть что-то где-то переживать как-то, знаете, это думать много, тяжело засыпать, но не потому, что что-то случилось, а
потому что вы вот в мыслях, в своих фантазиях, в рыбьих, да, в своих, что я хочу и так, и сяк, можете какую-то, будете искать, изучать информацию, много думать, много планировать, какое-то вот что-то такое у вас движение, офигенно просто, офигенные карты. Так, следующая колода, смотрим, глаз Акаши. Сейчас посмотрим, что это. Колода, хочу сказать, рыбкам в августе. Солнце! Посмотрите, какая красота! Боже, какие карты, рыбки! Карта Солнца – это карта успеха, удачи, когда все получается, когда вы идете по правильному пути, когда вам прям сопутствует удача. Это карта детей еще может быть. Дети могут порадовать вас как-то, приехать или уехать, кому как, знаете. Вот. Это карта, когда все получается, когда Солнце освещает вам дорогу, или вы словили свое место под Солнцем, заняли, да, когда вы чувствуете, что вы на своем месте. Эта карта может быть еще поездки какой-то куда-то в солнечные места, хотя сейчас и так достаточно, но я имею в виду куда-то к берегам, может быть отдых какой-то, да. Это карта вообще такого, знаете, сопутствия удачи, удачливый месяц, удачливые планы, удачливый год, может быть, я не знаю, как угодно называйте, но очень вот такой джекпот, можно так выразиться, для месяца. Еще, вот это у вас карты, рыбки, вот это я понимаю, еще. Опять императрица, вы посмотрите, что происходит. Опять императрица, опять, когда я контролирую, я что-то создаю, и вам как будто бы сопутствует удача, рыбы. Я не знаю, если у вас какие-то были планы, какие-то были свои там, знаете, что-то вы хотите начать, что-то вы хотите сделать, делайте это, делайте, вам сопутствовать будет в этом месяце, в августе 2025 года удача должна, просто обязана, рядом с такими картами. Эта карта еще может быть беременности, зачатия или рождения ребенка, но это всегда императрица, это у нас про создание чего-то, создание какого-то своего проекта, своего дела, построить дом, создать что-то такое серьезное, это не просто, я не знаю, создать, что там, что-то, прическу на голове. Нет, это что-то глобальное, это старшие арканы, причем второй раз он у вас уже выпадает. Посмотрите, еще рядом с картой Солнце, это вообще... Так, хорошо, ой, хороший какой этот, аж такой, аж заряжаюсь сама, рыбки. Следующий у нас следующая колода, как она называется, провидцы. Смотрим, что эта колода рыбкам на август передаст. Иерофант, рыбки, это тоже про, смотрите, лестница идет вверх. Эта карта говорит, доверяй себе, своей интуиции, когда у тебя все под контролем. Эта карта говорит, что у тебя все получается, у тебя ощущение контроля, ну, рядом с двумя императрицами, неудивительно, да, ощущение контроля. Посмотрите, какой здесь счастливый сидит человек. Вот я прям хочу, посмотрите. Сколько радости, сколько ржет, как я, сидит. Вот эта лестница вверх. Лестница всегда символизирует рост, движение. А у вас как будто бы в августе вообще выход на какие-то, я не знаю, новые вибрации, может быть. Может, вы как-то что-то практикуете, какие-то аффирмации, какое-то что-то такое, что вам позволяет расти. Вы как будто бы, знаете, словили... связь со Вселенной, с космосом. Ну, посмотрите на эту карту, просто здесь по-другому и не скажешь. Эта карта, когда вы за что не беретесь, у вас все получается. У вас все, вот главное идти, делать то, что вы хотите, прислушиваться к своей интуиции. Может быть, еще будете обращаться, знаете, к каким-нибудь этим психологам, коучам, или смотреть какие-то практики, вот что-то будете как-то свое духовное состояние будете, что такое, будете стараться как-то улучшить еще и еще, но не потому, что вам плохо, а потому, что вы поняли, что если доверять Вселенной, по вот этой карте дурак легкой, это почему она вам попалась, эта легкая карта, потому что рыбки по своей натуре очень переживательные люди, любят вот это сидеть там, знаете, очень сильно как-то думать, много это, и она вам попалась как намек, она еще сама выскочила, выпрыгнула, как намек
совет того, что отпустите ситуацию, дайте событиям развернуться как надо. И вы, несмотря на то, что хотите, ну и держите, да, стараетесь под контролем по вот этому королю мечей, он не обязательно обозначает вас, он может еще обозначать просто человека, к которому вы обратитесь что-то оформить, какие-то документы, может, что-то такого характера. Но тем не менее, вот эта карта дурак, она вам подсказала, что надо отпустить ситуацию, и после этого посмотрите, какие у вас шикарные карты просто. И деньги сразу у вас шестерка денег выпала, и деньги пойдут, и императрица 2 раза, и солнце, и иерофант, и еще карту сейчас глянем здесь. Что за карта еще одна? Дьявол! Вот вам и начало. Дьявол, смотрите, первое, что я вам хочу сказать, это то же самое большие деньги. Это большие деньги, это искушение, это может быть какие-то интрижки у вас получиться, знаете, это могут еще быть доход какой-то, но может, знаете, слегка не совсем такой, как сказать, не хочется сказать, не совсем законный, но не совсем чистый, да, может вот такого что-то характера быть по этой карте, но эта карта просто такая, знаете, как предостережение. Это еще могут быть структуры какие-то, государства, адвокаты, кредиты по дьяволу могут быть какие-то, что-то такого характера. Но поскольку очень много тут все у вас... подождите, стопе, у вас же первое еще, у вас 3 раза императрица вышла. Рыбки, я забыла. Это не 2-й раз, это 3-й раз у вас императрица вышла. 3 раза она у вас вышла. Слушайте, я и забыла за те 2 первые карты. Влюбленные, у вас все очень, у вас вообще нет негативных карт. У вас вообще нет негативных карт, а это значит, что дьявол по своей сути, он теряет свою силу, понимаете? Поэтому я вам хочу сказать, рыбки, что не бойтесь этой карты, она совершенно неплохая, она игривая, она чуть-чуть хитрая, она такая искусительная, знаете, это про, может, какие-то контакты могут быть у вас там с кем-то такие, знаете, легкомысленные, ну и хорошо расслабиться, пустить на самотек, знаете. Это могут быть какие-то еще предложения у вас, такие, вам кто-то может что-то предлагать такое. Ну, то есть вот такое вот что-то, знаете, просто карта говорит, ну, у вас по 3 императрицам, дьяволу тут вообще даже и делать нечего, я вам так скажу, поэтому не переживайте. Вот такие вот у вас карты шикарные, просто влюбленные императрица, дурак, король мечей и паж жезлов, императрица, 7 кубков и 6 денег, опять императрица и солнце, и иерофант и дьявол. Это еще, знаете, рядом с картой иерофант хочется добавить, что дьявол может означать, когда вы будете слушать, вот больше туда углубитесь в себя, посильнее, знаете, будете рыться и можете обнаружить в самом себе такие какие-то вот мысли, какие-то, знаете, что сбивает вас с пути. Вот это вот рядом с этой картой, если пороетесь хорошенечко, то можете как бы вот что-то найти и это проконтролировать. Вот так вот. Но в целом у вас шикарнючий просто август, рыбки. Я вам желаю удачи. Пусть оседлайте этого дьявола, как императрица, как император настоящий, да, и вперед из песни, без всяких вот этих «а может», «а если», «а вдруг», решительность, отдаться, решительно отдавайтесь потоку энергии, потоку вселенной, не старайтесь все контролировать, только то, что надо, как бы, без фанатизма, и все у вас получится. Все, я вас люблю, целую, обнимаю, бувайте.